Римляне записывали все. Рецепты супа, жалобы на плохое вино, списки прачечного белья, любовные записки, инструкции, как правильно мариновать рыбу, счета за гвозди, проклятия соседям, которые громко храпели. 2000 лет спустя мы читаем это все, но когда археологи достают из земли вот этот предмет, бронзовый, тяжелый, с 12 гранями и дырками разного размера, Рим молчит. Ни одного описания, ни одного рисунка, ни одной фразы, которая говорила бы «вот что это такое и зачем». Таких предметов нашли уже около 130 на территории 6 стран за почти 3 века поисков. И ни один римский текст, ни одна фреска, ни одна надпись на камне не упоминает их даже мимоходом, как будто вся империя договорилась об этом молчать. Сегодня мы разберем, что это за предмет, все версии его назначения, от самых разумных до самых безумных, и дойдем до находки 2023 года, которая все изменила. Англия, 1739 год. Где-то в графстве, про которое сейчас никто не помнит, человек копает землю. Может быть, сажает огород, может быть, чинит фундамент. Имя его не сохранилось. И его лопата натыкается на что-то твердое. Он достает из земли бронзовый предмет размером с крупное яблоко. Полый, с 12 плоскими гранями. В каждой грани круглое отверстие, и все отверстия разного диаметра. По углам маленькие бронзовые шарики, похожие на заклепки. Человек не знает, что держит в руках. И это нормально. Потому что в 1739 году еще никто не знает, что таких предметов в Европе десятки, и будет еще больше. Находку отправляют в Лондонское общество антикваров. Ученые смотрят на нее, поворачивают в руках, чешут затылки и пишут аккуратный отчет. Римская работа, бронза, интересный объект, назначение неясно. Через несколько лет аналогичный предмет находят во Франции, потом в Германии, потом еще в Германии, потом в Бельгии, Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах, Венгрии, Австрии. Каждая новая находка должна была приближать ответ, но происходит обратное. Чем больше додекаэдров находят, тем очевиднее становится перед нами не редкость, не случайная игрушка одного мастера, не экспериментальная отливка. Это повторяющаяся вещь, серийная, которую кто-то делал снова и снова на протяжении веков, и которую Рим так и не назвал. Вот первая деталь, которая заставляет насторожиться. Если вы откроете карту находок додекаэдров, вы увидите странную картину. Сам Рим пустой, Италия почти пустая, Греция пустая, Северная Африка пустая. Все додекаэдры кучкуются в одном месте – северо-западные провинции империи – Британия, Галлия, Германия, Альпы. То есть земли, которые римляне завоевали сравнительно поздно, земли, где до прихода легионов жили кельты. Это очень странно. Представьте, что вы нашли в России предмет, который делали в советское время, и оказалось, что его находят только в бывших союзных республиках, но никогда в самой Москве. Вы бы спросили, что это за вещь такая, которая есть везде, кроме столицы? С додекаэдрами та же логика. Рим их либо не делал, либо делал, но не считал важными, либо они вообще не были римскими по смыслу. Форма римская, металл римский, технология литья римская. А назначение – что-то другое, что-то местное, что-то, что Рим не хотел или не мог записать в свои реестры. Запомните эту деталь, к ней мы вернемся в конце. Теперь давайте возьмем этот предмет в руки. Размер от грецкого ореха до небольшого яблока. В среднем около 8 см в поперечнике. Вес ощутимый, от 60 до 500 граммов в зависимости от экземпляра. Материал почти всегда бронза или медный сплав. Один додекаэдр нашли серебряный, но это редкое исключение. Форма – правильный 12-гранник, 12 пятиугольных граней. В каждой грани круглое отверстие. Отверстия разного размера, и это важно, они не случайны. Если посмотреть на противоположные грани, часто видно, что их отверстия образуют пары. Одно большое, одно маленькое напротив. На каждой вершине, то есть в точке, где сходятся 3 грани, маленький бронзовый шарик. Таких шариков 20 по числу вершин додекаэдра. Иногда вокруг отверстий концентрические кольца, процарапанные уверенной рукой мастера. Декор? Разметка? Неизвестно. А теперь главное. Чтобы отлить такой предмет, нужен серьезный уровень мастерства. Полая бронзовая форма с 12 точно подогнанными гранями, с отверстиями разного диаметра, с 20 шариками на вершинах – это не работа подмастерья. Это серьезная работа серьезного литейщика. Это стоило дорого. Бронза в древнем мире не мусор. Ее переплавляли. Если вещь становилась не нужна, ее отправляли обратно в тидель и делали из нее что-то другое. Металл был слишком ценным, чтобы валяться. И тем не менее, додекаэдры не переплавляли. Их хранили, откладывали.
прятали в землю, клали в могилы. Значит, для владельцев эти предметы стоили больше, чем цена металла, из которого они были сделаны. Что-то делало их нельзя переплавлять. Только вот что? За почти 3 века ученые придумали больше 50 версий. Давайте пройдемся по самым популярным и посмотрим, на чем каждая ломается. Версия первая. Оружие. Булава, кистень, что-то, что надевают на конец палки и бьют врага. Ломается мгновенно. Бронзовый додекаэдр слишком легкий для оружия. Он не выдержит удара по шлему, погнется. А главное, шарики на вершинах приклепаны слабо. При первом ударе они отлетят. Это не оружие. Это то, что выглядит как оружие, но не работает. Версия вторая. Игральная кость. Римляне любили азартные игры, это правда. Но грани додекаэдра не пронумерованы. Ни цифрами, ни символами, ни точками. А игральная кость без цифр – это просто кусок металла. Невозможно понять, что выпало. Версия третья. Подсвечник. Якобы свечу вставляли в одно отверстие, а через остальные выходил свет. Проверили. Внутри некоторых додекаэдров действительно находили следы воска. Казалось бы, разгадано? Нет. Воск – это универсальный материал. Его использовали для герметизации, для защиты от коррозии, для десятков бытовых нужд. Следы воска доказывают, что однажды в этот предмет залили воск, не то что он был сделан для этого. И главное, зачем делать настолько сложный подсвечник? Римляне умели делать обычные подсвечники, простые, дешевые, их находят тысячами. Кто в здравом уме будет отливать 12-гранный бронзовый шар с 20 заклепками ради того, чтобы воткнуть туда свечку? Версия четвертая. Детская игрушка. Тут даже обсуждать нечего. Дети не играют предметами стоимостью в месячную зарплату ремесленника. Все эти версии объединяет одно. Они объясняют форму, но не объясняют, зачем делать именно так. Зачем 12 граней вместо 6? Зачем разные отверстия? Зачем шарики? Зачем точная геометрия? Простая вещь не требует сложной формы. А значит, либо форма что-то значила, либо у предмета была функция, которую мы пока не видим. А теперь версия, которая на первый взгляд выглядит убедительно. Римляне были гениями прикладной инженерии. Они строили акведуки, которые работали 2000 лет, дороги, по которым до сих пор ездят, мосты, форты, военные лагеря, разбитые по линейке. Для всего этого нужны были измерения, точные, повторяемые. Может быть, додекаэдр – это измерительный прибор? Идея такая, у него разные отверстия. Смотрим через 2 противоположных отверстия на далекий объект. Подбираем такую пару, чтобы объект точно вписывался в рамку. Потому какая пара подошла, определяем расстояние или размер. Красиво, пока не начнешь разбираться. Первая проблема. Разные додекаэдры имеют разные размеры. Если это прибор, у него должна быть стандартная шкала. Но у додекаэдра из Британии отверстие одного набора диаметров, у додекаэдра из Германии другого, у додекаэдра из Галлии третьего. Каждый экземпляр свой. Это не прибор. Это скорее похоже на прибор, но не работает как прибор. Вторая проблема. Ни один римский инженер, ни один землемер, ни один автор военных трактатов не упоминает такой инструмент. А римляне обожали писать про инструменты. У нас есть подробное описание громы, землемерного креста. Есть описание хороботов, уровней для акведуков. Есть описание диоптры, прообраза теодолита. Про додекаэдр – тишина. Третья проблема. Там, где додекаэдры находят, рядом нет инструментов землемера. Их не находят в военных инженерных наборах, их не находят в строительных мастерских, они появляются в других местах. В каких, разберем через минуту. Версия измерительного прибора красивая, но она объясняет форму и не объясняет все остальное. А теперь самая неожиданная версия. В 1980-х годах одна энтузиастка, кажется, из Германии, выдвинула гипотезу. Додекаэдр – это приспособление для вязания. Звучит абсурдно, но она это доказала. Буквально. Взяла копию додекаэдра, намотала шерстяные нити вокруг шариков на вершинах и с помощью этой конструкции связала перчатку. Пальцы перчатки формировались вокруг каждого отверстия. Видео с этим экспериментом разошлось по интернету. Казалось, вот он ответ. Но подождите, если додекаэдр – это вязальный инструмент, почему он из бронзы? Вязать можно на деревянных или костяных штырях. Они легче, дешевле, их можно сделать самому за вечер. Зачем дорогая литая бронза для рукоделия? Если это вязание, почему предмет не изнашивается? Бронза – мягкий металл, нити бы оставляли следы трения, но на большинстве додекаэдров таких следов нет. Если это вязание, почему их находят в могилах мужчин? И в кладах, и в фортах. Вязание в Римской империи – это женское занятие, домашнее.
Где мы находим додекаэдры, это часто совсем не женский контекст. И главное, нет ни одного римского описания такого способа вязания, ни одного изображения, ни одного упоминания. Эксперимент с перчаткой доказывает одно: из додекаэдра можно связать перчатку. Он для этого подходит, но это не доказывает, что так делали. Из карандаша можно сделать дротик. Это не значит, что карандаш – это дротик. Вот здесь начинается самое интересное. Я уже говорил, додекаэдры находят в странных местах. Давайте посмотрим, где именно. В кладах, зарытых в землю вместе с монетами. В могилах. В ямах на территории вилл. Редко в разрушенных домах. Почти никогда в мастерских, военных лагерях, общественных зданиях. То есть додекаэдр – это предмет, который прятали. Или хоронили, или клали рядом с мертвым. Это поведение не инструмента, это поведение амулета. Римский мир был буквально пропитан магией. Империя, конечно, строила законы и инженерию, но обычный римлянин, особенно в провинции, жил в мире сглаза, проклятий, духов, примет и защитных заговоров. Он носил амулеты, прятал под порогом дома фигурки, закапывал свинцовые таблички с проклятиями в могилы врагов, вешал фаллические подвески на шею детям, чтобы отогнать демонов. Все это известно, описано, подтверждено находками. И в этом мире додекаэдр вписывается идеально. Форма с 12 гранями для древнего человека не была случайной. Еще Платон в диалоге Тимей писал, что из 5 правильных многогранников додекаэдр особенный. Огонь – это тетраэдр, земля – куб, воздух – октаэдр, вода – икосаэдр. А додекаэдр Платон связывал с самим космосом, с узором неба, с той формой, которую Бог использовал, расписывая Вселенную. Это мысль, которая путешествовала по античному миру вместе с философами, солдатами и торговцами. И представьте, вы житель галло-римской провинции. Вы где-то слышали о священной форме космоса. У вас в руках бронзовый 12-гранник. Вам не нужно понимать Платона. Вам достаточно знать, эта форма означает защиту, порядок, космос. Вы держите в руках маленькую модель Вселенной и прячете ее в землю, когда приходят варвары. Или кладете в могилу ребенка, чтобы защитить его в пути. Это объясняет все. Почему нет следов износа? Амулет не должен изнашиваться. Почему их прятали? Амулеты прятали. Почему их клали в могилы? Амулеты клали в могилы. Почему нет описаний? О личной магии римляне писали редко. Это был слой народной веры, не государственной. Почему они есть в провинциях, а не в Риме? Провинциальная магия мешала официальной римской религиозности с кельтскими традициями, и именно там такая вещь могла иметь смысл. Почему разные размеры? У каждого свой амулет, не мануфактура. Версия не идеальная, но она закрывает больше вопросов, чем любая другая. А теперь то, ради чего этот ролик вообще можно было снимать. Июнь 2023 года. Деревня Нортон-Дисней, графство Линкольншир, Англия. Группа археологов-любителей, именно любителей, Norton Disney History and Archaeology Group, копает обычное поле. Они ожидали найти керамику, может быть монеты, может быть следы римской дороги. А нашли его. Почти идеально сохранившийся римский додекаэдр, 8 сантиметров в высоту, медный сплав. Все 20 шариков на месте, все 12 граней целые. Вес почти 250 граммов. Это один из самых больших додекаэдров в Британии. Но главное не он сам. Главное, как он лежал. Предыдущие додекаэдры, найденные за 3 века, почти все приходили к археологам в виде музейных сирот. Их выкапывали крестьяне, находили коллекционеры, покупали антиквары. К моменту, когда ими занимались ученые, никто уже не помнил, где именно лежал предмет, в каком слое, рядом с чем, в могиле или в доме. А в Нортон-Дисней его нашли археологи с фиксацией, с фотографиями, с точными координатами. И вот что они увидели. Додекаэдр лежал в яме, специально выкопанной в земле. Он не был сломан, он не был изношен, он не был брошен. Его положили туда, аккуратно, возможно, завернутым во что-то, что истлело за 1700 лет. Рядом римская керамика IV века. Это не потеря, не мусор, не забытая вещь. Это депозит, ритуальный, намеренный, со смыслом. Кто-то в поздней римской Британии взял бронзовый 12-гранник, выкопал яму, положил предмет внутрь и засыпал землей. Зачем? Мы не знаем точно. Но такое поведение, ритуальное закапывание предметов, описано в римской археологии хорошо. Так поступали с амулетами, когда их владелец умирал. Так поступали, когда нужно было отдать предмет духам места. Так поступали, когда вещь становилась слишком священной, чтобы ее носить.
Находка в Нортон Дисней почти окончательно перевела додекаэдр из категории «инструмент» в категорию «ритуальный объект». Почти. Потому что честный ответ все равно один. Мы не знаем. Мы не знаем, какой именно ритуал с ним делали. Держали в руках во время молитвы? Клали на алтарь? Показывали новорожденным? Передавали из поколения в поколение? Мы не знаем, кому он принадлежал. Жрецу, целителю, главе семьи, обычному домовладельцу, купившему его на рынке как оберег. Мы не знаем, у всех ли он значил одно и то же, или в Британии одно, в Галлии другое, в Германии третье. Мы не знаем, почему эта форма. У нас есть 130 предметов и 130 маленьких тайн. И вот что в этой истории действительно не дает покоя. Рим – это не забытая цивилизация Атлантиды, это не шумеры, это не майя. Рим – это цивилизация, от которой осталось больше письменных свидетельств, чем от любой другой древней культуры до Средневековья. У нас есть их школьные учебники, их кулинарные рецепты, их жалобы на соседей. И внутри этого моря информации темное пятно размером с один маленький бронзовый предмет. Не потому, что его спрятали, не потому, что его уничтожили, не потому, что нам не показывают, а потому что объяснение этой вещи жило в живой речи. Мама рассказывала дочери, мастер рассказывал ученику, жрец показывал неофиту, и в какой-то момент последний человек, который знал, зачем нужен додекаэдр, умер. И вместе с ним умерло знание. Додекаэдр – это не история про Древний Рим, это история про то, как работает память человечества. Нам кажется, что если цивилизация оставила много текстов, дорог и монументов, мы ее знаем, что она прозрачна, что от нее до нас прямая линия. Додекаэдр показывает, что это не так. Даже от самой задокументированной империи древности до нас дошли предметы, для которых у нас нет языка. Мы видим их, мы держим их в руках, мы сканируем их, фотографируем, печатаем на 3D принтерах, пишем о них статьи и все равно не понимаем. Представьте, что через 1700 лет археологи будущего найдут в нашей квартире флешку. Маленький пластиковый прямоугольник со странным разъемом. Они будут держать ее в руках, вертеть, описывать, измерять. Они увидят ее, но не смогут прочитать. И если к тому времени исчезнут компьютеры, USB-порты и операционные системы, флешка превратится в нашу версию додекаэдра. Предмет, который очевидно что-то значил для своих владельцев, который явно делался массово, который хранили, носили, иногда теряли в странных местах и который молчит. Вот почему история додекаэдра важнее, чем история одного бронзового многогранника. Она напоминает, что прошлое не архив. Прошлое – это то, что не удалось передать. Вернемся на минуту в 1739 год. Человек с лопатой, поле в английской глуши, бронзовый предмет в руках. Он не знал, что держит в руках одну из самых упрямых загадок европейской археологии. Для него это был просто странный кусок металла, выкопанный из земли. Но где-то за 1500 лет до него, в том же месте, другой человек стоял над этой ямой и клал предмет в землю. Этот второй человек знал, что делает. Для него смысл был очевиден, простой, домашний, понятный как крестное знамение для верующего. Между ними 1500 лет. И на протяжении этих 1500 лет цепочка передачи знания оборвалась. Тихо, без катастроф, без пожаров, без специального уничтожения. Просто перестали рассказывать детям. И теперь мы с нашими спутниками, базами данных и искусственным интеллектом не можем восстановить то, что когда-то знал любой подросток в галло-римской деревне. 130 бронзовых предметов, 6 стран, 3 века раскопок, 0 объяснений от самих римлян и одна простая мысль. Иногда прошлое молчит не потому, что прячется, а потому, что мы забыли спросить вовремя. Если эта история держала вас до конца, подпишитесь. На канале будут другие предметы, другие загадки, другие оборванные цепочки. Не сказки про пришельцев и порталы. Реальные дыры в истории, которые пугают сильнее выдумки. А в комментариях напишите, какая версия окажется вам самой правдоподобной. Инструмент, амулет или что-то, о чем мы еще не догадались. Следующий бронзовый додекаэдр сейчас лежит в земле. Где-то в Британии, Галлии или Германии. Его выкопают через год, через 10, через 100. И он тоже ничего не скажет.